дорогой отец, ты все знаешь и повелеваешь всем. Поэтому, пожалуйста, ответь на все заданные мной вопросы, чтобы я, твой ученик, смог понять это. Комментарий Шрилы Прабхупады. Вопросы Нарады Муни очень важны для всех, кого интересует этот предмет. Поэтому Нарада попросил Брамаджи отнестись к ним серьезно, чтобы все, кто будет принадлежать к цепи ученической преемственности Брахма Сампрадаи, тоже могли без труда узнать правильные ответы на них. Этанме причитак сарвам сарвагья сакалешвара виджанихи хитайведам ахам буджей анушаситаха. We shouldn't think that these verses are unimportant. Мы не должны думать, But these verses are мы unimportant. не должны считать, что эти стихи не очень важны. We should not. These verses like this, and there are many of them, are simply describing how someone asks a question, and the person who's asked the question says, "Thank you very much. It's a very good question," and he gives an answer. Должны думать, что эти такие вопросы, одни из многочисленных помещенных здесь вопросов, когда один человек спрашивает, задает вопрос, а другой отвечает, говорит, начинает ответ, говорит, спасибо тебе, хороший вопрос. But this is not just extra material to fill in space in the Bhagavatam. Но на самом деле это не дополнительный какой-то материал, это не то, что заполняет пустое пространство в Бхагавата. Like on the television, after they show 12 minutes of the drama, then they play some music, and then the reklama, and then they go back to the program. Как на телевидении, например, они показывают пьесу в течение 12 минут, потом немного музыки, потом рекламы, и возвращаются обратно к пьесе. So this music and some words on the screen before the reklama is not very important. Итак, It was pasted in by some editor. It's not even part of the drama. Итак, это музыка и слова, которые мелькают на экране в перерывах между этими кусочками пьесы, не очень важны, и постановщик пьесы не планировал их в пьесе. These verses, like this one, were not just pasted in by some editor of the Bhagavatam. Но вот стихи, которые мы сейчас читаем, они не были позднее вклеены, вписаны позднейшим редактором Бхагавата. It's like when we're translating, sometimes we take the liberty of pasting in a few things. We shouldn't, but sometimes we do. Когда мы переводим, иногда нам приходится вводить некоторые дополнительные слова, вещи, хотя мы не должны этого делать, но иногда мы это делаем. So it's not that in Bhadarak Ashram, at the original BBT, some brahmachari wrote this verse to fill in some space. И, конечно, неправильно было бы думать, что в первом изначальном BBT какой-то брахмачари вписал этот Бадарикашраме, вписал этот стих, чтобы заполнить пустое место. Actually, statements like this that describe the asking of questions and the spiritual master hearing the question and responding are the most important statements in the Bhagavatam. На самом деле подобные утверждения, когда кто-нибудь спрашивает духовного учителя, а тот слушает вопрос и отвечает на него, самое важное в Бхагаватам. Because the fact that Narada Muni was able to establish a proper communication with his spiritual master, Lord Brahma, is the foundation of our whole sampradaya. Потому что благодаря тому, что Нарада Муни сумел установить надлежащее общение, обоюдное общение со своим духовным учителем, лежит в основании нашей сампрадаи. As Prabhupada said, we are standing on the shoulders of Narada Muni. Прабхупада говорил, мы стоим на плечах Нарады Муни. Because he's the founder of our sampradaya, he gave his instructions to Vyasadeva. Он, будучи And Vyasadeva instructed Madhvacharya. Он, будучи основателем нашей сампрадаи, дал свои наставления Вьясадеву, а Вьясадев учил Мадхвачарью. And this relationship, guru and disciple, is not just a mechanical thing or a formality. И эти отношения гуру и ученика – это не нечто механическое, не пустая формальность. It's not like the
postman delivering you a letter and then you give it to your brother. На самом деле гуру это не почтальон, который приносит вам письмо, а вы просто передаете это письмо вашему брату. Yes, he is delivering the message like a postman, but the qualifications are very special. Да, он доставляет письмо как почтальон, но он обладает особыми, совершенно особыми качествами. Харе Кришна прабху. Because this message has to be passed on, not simply like a parrot, not simply repeating blindly. Потому что это послание, должно передаваться не просто, как передаются послания попугая слепым повторением, имитацией. Of course, we are receiving this Bhagavatam from the transcendental parrot, Shukadeva Goswami. Конечно, мы получаем этот Бхагаватам от трансцендентного попугая, Шукадевы Госвами. But he is not the kind of parrot who is repeating having not understood. Но на самом деле он не тот попугай, который повторяет все, не поняв прежде того, что он повторяет. Prabhupada described, you can teach a parrot to chant Hare Krishna. Прабхупада ведь говорит, вы можете научить попугая повторять Харе Кришна. And then he'll chant day and night. Он будет день и ночь повторять Харе Кришна. You may get angry at him, you're trying to sleep. Вы можете даже рассердиться на него. Вы, может, хотите заснуть, он повторяет. And when you put your hands around his neck to shut him up, he doesn't chant Hare Krishna, he squawks. Но если вы зажмете пальцы на его шею, чтобы он заткнулся, в конце концов, он не скажет Харе Кришна, он просто скажет. So that kind of repetition, at the time of death, when we really need to chant, we'll just squawk instead. И если мы будем повторять таким образом, то в момент смерти, когда нам на самом деле нужно будет сказать Харе Кришна, мы сделаем тоже так. So, although Shukadeva's name describes that he's a parrot, he's a different kind of parrot. Хотя имя Шукадева это попугай, на самом деле он необычный попугай. All these great personalities, Narada Muni, Shukadeva, they knew how to approach a transcendental authority. And therefore they received the essence of knowledge and the enlightenment required to pass that knowledge on. Все эти великие личности, Нарада, Муни, Шукадев, они знали, как следует обращаться к великим авторитетам, и потому им удалось передать послание, которое следовало передавать дальше. All the great acharyas in our line became empowered in that role by being perfect disciples. Все великие ачарьи в нашей сампрадае получили полномочия выступать в этой роли благодаря тому, что они были совершенными учениками. Narada had great appreciation for his father. Нарада очень ценил и уважал своего отца. In the beginning he was a little too enthusiastic, maybe a little fanatic. Вначале он был немного даже слишком исполнен энтузиазма и даже несколько фанатичен. He thought that Lord Brahma was God. Он считал, что Господь Брахма это Бог. If he maintained that understanding, he would have been an illusion. He would not have been qualified to establish a Vaishnava Sampradaya. Если бы он и дальше держался своих этих представлений, он бы оставался в иллюзии и не был бы способен стать основателем нашей сампрадаи. You can imagine if our philosophy was that Lord Brahma is God, we'd be a little bit in illusion. Представьте, если бы нашей философией была лежало представление о том, что Брахма это Бог, Господь, мы бы были в иллюзии до определенной степени. Those who worship demigods thinking that they're God are an illusion. Те, кто поклоняясь полубогам, считают, что они Бог, пребывают в иллюзии. Yepyanya devata bhakta yajante shwadayanvita tepi mam eva konteya yajanja vidi purvakam. Those who give all their devotion to demigods, Krishna says, are less intelligent. Кришна говорит, что те, которые предлагают всю свою преданность полубогам, менее разумны. Even though they have great faith and great sincerity, И даже несмотря на то, что у них великая вера и великая искренность, but their worship is avidi purvakam. It's not according to the Vedic standards. их поклонение является авиды пурвакам, то есть оно не соответствует требованиям, предъявляемым ведическими стандартами. Based on a mistaken understanding. И основано оно на неправильном понимании. Those who think that Lord Shiva, or Lord Brahma, or Lord Indra is independently the supreme are wrong, and they're practicing the devotional service in ignorance. Те, кто считает, что Господь Шива, Господь Индра или Господь Брахма, Верховный Господь, они ошибаются, и это означает, что они практикуют преданное служение в гуне невежества.
In fact, they're not practicing devotional service at all. И сказать точнее, они вообще не практикуют преданного служения. Prabhupada emphasized that the word bhakti can be applied only to the Supreme Person. You cannot properly have devotion for a demigod. Прабхупада подчеркивал на самом деле, что слово «бхакти» можно отнести только к верховной личности, а к поклонению полубогам оно не относится. It's impossible to have pure devotion for a demigod if you think that he is independently God. Полубог не может иметь чистой преданности, если вы думаете, что он независимый Господь. Because inevitably, always, the devotees of such demigods who think that they are God are approaching them for material purposes. There is no pure devotion involved. Потому что неизбежно все преданные, которые обращаются к таким полубогам, считая, что они Бог, имеют в виду осуществление своих материальных целей. Prahlad Maharaj condemns this. Прабхупада Махарадж порицает такой подход. If someone in the name of devotion approaches a superior just to get some material benefit, he says, Na sa bhakta savai vanik. He's not a bhakta, he's not a devotee, he's a businessman trying to make some profit. Если человек обращается к какой-то высшей личности, пытаясь получить от того, вышить из того какое-то материальное благо, он не преданный, он ваник, он торговец. I'm the businessman, I go to the farmer, and offer him 500 rupees per kilo for his wheat, because I can sell it for 2,000 or 3,000 rupees. И я иду к фермеру, если я бизнесмен, иду к фермеру и выторговываю у него пшеницу за 500 рупий килограмм, это означает, что я покупаю эту пшеницу для того, чтобы потом ее продать за 200-300 рупий килограмм. I'm only dealing with this person so that I can make a benefit for myself at the cost of him. То есть это просто моя сделка с этой личностью. Я стараюсь получить для себя какое-то благо, нажиться на нем за его счет. Because I can reach the market and he can't, therefore I take advantage and I make money on the food that he has grown. Потому что я могу добраться до рынка, а он нет, и поэтому мне удается получить прибыль от тех продуктов, которые выращивает он. So if we approach a demigod, a representative of God, just to get some material benefit, please help me live comfortably in the material world. Потому если мы общаемся к какому-то полубогу, к Верховному Господу, единственно за тем, чтобы получить какое-то материальное благо, например, пожалуйста, позволь мне удобно устроиться в материальном мире. Please help me defeat my enemies. Please help me make a lot of money. Пожалуйста, помоги мне нанести поражение моим врагам. Пожалуйста, помоги мне заработать очень много денег. Prahlad Maharaj says, Nasa bhakta savai vanik. This person is not a devotee. He's a businessman. And therefore what he's doing is not devotional service. Прабхупада говорит, такой преданный, непреданный, такой человек непреданный, он бизнесмен, и потому то, что он делает, нельзя назвать преданным служением. Even some people consider themselves Vaishnavas who are approaching the Supreme Person with such a materialistic attitude. И даже некоторые люди, считающие себя вайшнавами, идут к Верховному Господу именно с таким материалистичным умонастроением, отношением. One godbrother, Ramanujacharya Das, used to take me to visit the Indians to preach to them in Los Angeles. And he would make fun of how they worship the Supreme Lord. Адвайта Ачарья, мой духовный брат, взял меня на проповедническую программу к индейцам, и он смеялся над тем, как они поклоняются, как они обращаются к Верховному Господу. And he made up the words to a prayer. Он составил так называемую молитву подобных индусов. Give me health, give me wealth, give me a house by the sea. Jai Jagadisha Hare. Дай мне здоровье, дай мне богатство, дай мне дом у моря. Jai Jagadisha Hare. They're worshiping like this. Они поклоняются Богу именно так. But we can approach the demigods. We generally don't have much business with them, with the demigods. Конечно, мы можем обращаться к полубогам, хотя у нас обычно с ними нет никаких дел. We don't have in our temple statues of the 9 planets and of various demigods. В наших храмах мы обычно не помещаем статую изображения 9 планет и полубогов. In Sri Vaishnava temples, they have outside most temples they have a special altar room for the 9 planets, and people can worship there to help counteract the effects of their bad karma. В
в Шри Сампрадая перед храмом обычно есть алтарная комната, в которой помещены 9 планет на алтаре, и им поклоняются люди, чтобы противодействовать последствиям своей плохой кармы. But especially in the Madhva Sampradaya and in Lord Chaitanya Sampradaya, we don't actively worship demigods. Но особенно в Мадхва Сампрадая, в нашей Сампрадае, мы не имеем обычая активного обычая поклоняться полубогам. Our principle is by pour water on the root of the tree, all the branches are automatically ordered. Наш принцип таков: если поливать корни дерева, то все воду получат все веточки. But there's one case in which we do approach the demigod very seriously. Но есть один случай, когда мы со всей серьезностью обращаемся к полубогам. And that's when they are our spiritual masters. И это мы делаем в том случае, когда эти полубоги наши духовные учителя. First of all, the demigods, Brahma, is our first spiritual master in our own line. Во-первых, Брахма — это первый духовный учитель в нашей ученической последовательности. So therefore, our relationship to him is special. We do have devotion to this demigod because he's our spiritual master. И потому наше отношение к нему очень особо. Мы имеем отношение с этим полубогом, потому что он наш духовный учитель. We go to him not to ask for material benefits, but to hear his instructions. Мы идем к нему не для того, чтобы просить себе материальных благ, а для того, чтобы слушать его наставления. He tells us, Lord Brahma tells us, Jnane prayasam udapasya namanta eva jivanti sadmukaritam bhavadiya vartam vidvad vapurti. Those who give up the pursuit of knowledge for its own sake. Те, кто отказываются искать знания ради самого знания, and spend all of their time, astanistita, remain in whatever situation they're in, household life, renounced life, whatever. They don't try to jump around. И оставаясь в том же положении, в котором они были прежде, то есть не прыгая из одного ашрама в другой, будут ли они домохозяевы или кто-то другие, они остаются твердо They remain in whatever situation they can peacefully, simply practice devotional service. в том положении, в котором они способны с полным умиротворением выполнять преданное служение. And that devotional service is founded on hearing from transcendental authorities. А это преданное служение основано на слушании от трансцендентных авторитетов. Lord Brahma says such persons are eligible for liberation. They're guaranteed liberation in due course of time. Господь Брахма говорит, такие люди достойны получить освобождение, и освобождение гарантировано, и гарантировано, что они через какое-то время получат это освобождение. Lord Brahma also says, Atapi te deva padambuja dvaya prasada lesh anugrahita evahi janati tatvam bhagavan mahimno nachanyad ekopi chiram vichinvan. O Supreme Lord, who gets your mercy? Not everybody. Брахма говорит, о Верховный Господь, кто получает вам ее милость? Далеко не каждый. Or who can understand you? Very few people. А кто может постичь тебя? Всего лишь считанные люди. Only the person who you've shown special favor to, who's gotten a drop of your special mercy. Только тот человек, которому ты выказал особую милость, кто получил хотя бы каплю твоей особой милости. Other persons who try to apply their brain power to understanding the absolute truth theoretically, they can speculate for millions of years, and they won't properly understand your personality. А другие, которые пытаются постичь тебя с помощью использования своих мыслительных способностей, могут на протяжении сотен миллионов лет измышлять, быть занятыми в своих измышлениях, и они так и не постигнут тебя. These are the instructions of Lord Brahma, of our founding Acharya. Так наставляет нас Господь Брахма, основатель Ачарьи нашей Сампрадай. He's telling us to understand Krishna, to become Krishna conscious, you must get Krishna's special favor. You must satisfy the Supreme Lord. Он говорит, чтобы полностью понять Кришну, чтобы стать сознающим Кришну, вы должны получить особую милость Верховного Господа. And Krishna tells us how to satisfy him, to approach and satisfy his devotee. А Кришна говорит нам ведь, как легко, как удовлетворить его. Нужно обратиться к его преданному и постараться удовлетворить этого преданного. Brahma was the first proper disciple in the Vaishnava line in this universe.
Брахма был первым настоящим учеником вайшнавской линии этой вселенной. And by being the perfect disciple, he became the perfect spiritual master. И благодаря тому, что он был совершенным учеником, стал совершенным духовным учителем. He approached his he approached the Supreme Lord in his meditation Он обратился к Верховному Господу в медитации in all helplessness, asking for the power and the intelligence to do his service, and he received. и чувствуя себя совершенно беспомощным, он попросил могущества и разума, чтобы творить. Он And he had, получил их. Brahma had several sons who were his disciples. У Брахмы было несколько сыновей, которые стали его учениками. But most of his sons had material desires. So what he taught them were material aspects of Vedic knowledge. Но у большинства из этих сыновей были материальные желания, и потому то, чему он научил Брахма, были то знания, относилось к материальным аспектам ведического The знания. great sages like Marichi, who were Brahma's sons, became the experts in karma kanda, in fruitive work. Великие мудрецы Маричи, которые были сыновьями Брамы, стали известны как знатоки карма-канды, кармической деятельности, отрасли ведического знания. But Narada and the four Kumaras, they were his transcendental sons. Но They had the desire for spiritual development, not for material development. Нарада и Кумары были его трансцендентными сыновьями, а не материальными сыновьями, и в них было желание делать духовный прогресс, а не материально развиваться. The four Kumaras took their spiritual instruction from Lord Sankarsana. 4 Кумара приняли духовное наставление от Господа Санкаршана, So they founded a different sampradaya. и поэтому они основали другую сампрадаю. But Narada Muni, his youngest son, became the founder of the Brahma Sampradaya. Но Нарада Муни, его самый юный, младший сын, принял наставление непосредственно от Брахмы и основал Мадхва Сампрадая. He approached Lord Brahma with a proper attitude, ready to submit proper questions. Он обратился к Господу Брахме в надлежащем умонастроении и был готов задать ему надлежащие вопросы, подходящие вопросы. He will hear now the answers that he receives. Сейчас мы будем слушать ответы, которые он получил. These answers of Lord Brahma are the foundation of the knowledge of Srimad Bhagavatam. Ответы Господа Брахмы Нараде лежат в основе всего Шримад Бхагаватам. These are perfect questions, perfect answers. Это совершенные вопросы и совершенные ответы на них. And then Narada Muni carefully thought about these answers, and he dedicated his life to carrying out the principles that Brahmaji taught him. И затем Нарада Муни тщательно обдумал полученные ответы и посвятил всю свою жизнь на то, чтобы действовать согласно наставлениям Брахмы. This is the eternal principle of how to approach a spiritual master to receive transcendental knowledge. Именно таков вечный принцип того, как следует обращаться к духовному учителю, желая получить трансцендентное знание. Tasmad gurum papadyeta Gigyasu Shreya Uttamam Shabde Pareta Nishnatam Brahman Upashama Shreyaha. Someone who is serious about achieving the perfection of human life Тот, кто серьезно настроен достичь совершенства в человеческой форме жизни, must approach a qualified Vaishnava spiritual master. обязан обратиться к достойному вайшнавскому духовному учителю, Who is qualified by being fully dedicated to the absolute truth in his two forms of sound and his personal form. доброе отличительное качество которого его полное самопосвящение абсолютной истине в двух ее формах, в форме звука и в форме абсолютной личности. One should approach such a person and then, with the right attitude, give his inquiries. Нужно обратиться к такой личности, а затем с правильным отношением задавать этой личности вопросы. This Narada did. Нарада сделал именно это. The answers that of Lord Brahma constitute chapters 5 through, I think 8 of the second canto. Ответы, 5 through 7, 3 chapters. ответы помещены
в 3 главах Шримад Бхагаватам, с 5 по 7. This is actually a condensed form of the entire Bhagavatam, spoken by Lord Brahma. И на самом деле это Бхагаватам, который произнес Господь Брахма в сжатом виде. Lord Brahma heard the Bhagavatam in seed form, directly from Гаудиа-вайшнавской. Господь Брахма услышал Бхагаватам в форме семени от Гарбхадакашая Вишну, Which are also contained later in the 9th chapter of the 2nd canto. These 4 verses. Этот Бхагаватам, 4 этих стиха, содержится в 9 главе, дальше во 2 песне Шримад Бхагаватам. Это очень сжатая версия Бхагаватама. Although the complete Bhagavatam of 18,000 verses is eternal, at the beginning of creation, it appears in a seed form of only 4 verses. Хотя Бхагаватам, состоящий из 18 тысяч шлок, вечен, на самом деле в начале он появился в форме вот этих 4 стихов шлок. This happens at the beginning of creation, periodically. Это происходит на заре творения периодически. The entire contents of the Bhagavatam are contained in those 4 verses. В этих 4 стихах скрыт весь смысл, вся сущность Бхагаватам. Brahma learned this from Гаудиа-вайшнавской, and then he repeated the Bhagavatam to his disciple and son Narada. Брахма выучил этот Бхагаватам от Гарбхадакашая Вишну, а затем повторил тот же Бхагаватам своему сыну и ученику Нараде. That is this form of these chapters, these 3 chapters of the 2nd canto. И это 3 главы, вышеназванные 3 главы 2 песни. About 145 verses. Это около 145 стихов. This is the second version of the Bhagavatam. Это уже вторая Partly версия expanded. Бхагаватам, частично расширенная. That means that the entire knowledge and contents of the Bhagavatam are contained in these chapters. А это значит, что вся сущность, все содержание Бхагаватам содержится в этих 3 главах. If we study them carefully, if we pay good attention to them, we can learn the whole message of the Bhagavatam in Если these мы 3 будем chapters. тщательно изучать их, если мы будем делать это с огромнейшим вниманием, мы постигнем весь Бхагаватам. We just have to approach with the same submissive attitude that Narada Muni approached Brahma. Мы единственное, что должны сделать, это обратиться с тем же смиренным умонастроением, с которым Нарада обратился к Брахме. Then when we hear even a few verses, our hearts will open up and we'll receive this transcendental enlightenment. Тогда, даже если мы послушаем всего несколько стихов, наши сердца раскроются, и мы получим трансцендентное просветление. Okay, есть вопрос? Господь Брахма? Откуда берутся совершенно живые существа, подобные нам? Our imperfection comes from the fact that we're very small. Наше несовершенство происходит от того, что мы очень маленькие. God includes everything, the smallest and the greatest. Господь содержит в себе все, и самое маленькое, и самое большое. We are not величайшее. completely different, separate from Krishna. We're not completely separate. Мы не совершенно отделены от Кришны. We are part and parcel of Krishna. Мы его неотъемлемые части. Krishna is the perfect, pure spirit. Кришна чистый, совершенный чистый дух. All his desires are always fulfilled. All his intentions are always perfect. И все его желания всегда выполняются, и все его намерения всегда совершенны. But we are infinitesimal sparks of the Supreme. А мы крохотные, бесконечно малые искорки Всевышнего. According to Krishna's desire, we do not automatically share his perfection. И в соответствии с желанием Кришны мы не само собой разделяем с ним его совершенство. We are not independent. Мы не We are- являемся We are независимыми. never independent under any circumstance. И ни при каких обстоятельствах мы не можем быть независимы. But we are expected to choose to recognize our dependence on Krishna. Но от нас ожидается, что мы выберем признать нашу зависимость от Кришны.
This is the basis of transcendental love, to recognize our dependence on the Supreme. Это лежит в основе трансцендентной любви, признание нашей зависимости от Всевышнего. This is a choice that each one of us has to make. Это, Nobody makes it for us. это выбор, который должен сделать каждый из нас. И этого выбора сделать за нас не может никто. The spiritual master does not decide for his disciple to surrender to Krishna. The disciple must surrender, then the spiritual master helps him. Духовный учитель не может решить за своего ученика предаться Кришне. Предаться Кришне должен ученик, и тогда духовный учитель будет помогать. Because ученику. love must be voluntary. Любовь должна быть добровольной. Each living entity has the choice to be dependent on Krishna or to refuse. У каждого живого существа есть возможность выбирать, стать зависимым, быть зависимым от Кришны или отказаться быть таким зависимым от His Кришны. imperfection comes from the fact that he's given the free choice, and because he's very small, he can make the wrong decision. Корень этого несовершенства живого существа в том, что ему дана свобода выбора, а поскольку оно очень маленькое, оно может сделать ложный выбор, неправильный выбор. And when he makes the wrong choice, he decides, I don't want to depend on Krishna. Krishna has to make some special arrangement. И когда живое существо делает неправильный выбор, решая, что оно больше не будет, что оно будет независимым от Кришны, Кришна устраивает все особым образом для такого существа. It's impossible for the living entity to be independent. He must be dependent on something. Живое существо не может быть независимым, оно должно быть зависимым хотя бы от чего-то. So Krishna delegates his material energy to take charge of the rebellious living entities. Итак, Кришна наделяет свою материальную энергию полномочиями заботиться о восставших живых существах. So we're imperfect because God, by his design, by the design of Krishna, we are very small, and we have free choice, and the freedom to make the wrong choice. Мы несовершенны, потому что по воле Кришны мы созданы маленькими, мы имеем свободу выбора, и более того, имеем возможность сделать неправильный выбор. There's no sense asking why Krishna creates such things, living entities who can fall down. Совершенно незачем спрашивать, почему Кришна создает несовершенных живых существ, которые могут упасть. Would you rather not exist? Выбрали бы вы вообще не существовать? Because if Krishna didn't make us living entities, then we wouldn't exist. Если бы Кришна не сотворил нас, живых существ, мы бы не существовали. Living in Maya is better. Existing in Maya is better than not existing at all. Существовать мы лучше, чем вообще не существовать. Being a living entity in confusion and suffering is better than having no consciousness, to be a dead rock. Быть живым существом, сознанием и со всеми страданиями лучше, чем быть тупым камнем, мертвым камнем. And actually our confusion and our suffering can be the cause of our happiness and our perfect knowledge if we simply surrender. И на самом деле наше смятение и наши страдания могут стать причиной нашего счастья, если мы просто предадимся. We don't have to remain imperfect. We can become perfect very easily. Мы не должны оставаться несовершенными. Нам очень просто, легко стать совершенными. We just have to give up our insistence on trying to be independent. Нам просто стоит перестать упорствовать настаивая на своей независимости. We're not in control. We don't know everything. Simple recognition, just common sense. Мы не держим ничего под контролем, и мы не знаем всего. Это просто трезвый разум подсказывает нам. Это обычный трезвый разум. You do not have to be Albert Einstein to realize that you're not God, you're not in control of everything, and you don't know everything. Чтобы понять, что мы не Бог, что мы не контролируем, не держим ничего под контролем, и что мы не знаем всего, не нужно быть Альбертом Эйнштейном. Simply have to be honest and sincere. Нужно быть просто честным и искренним человеком. Honest and sincere person, when he receives that transcendental information, can surrender to it and give up his independence, and then he'll become perfect again. Искренний и честный человек должен просто отказаться, когда он получает эту информацию, он должен отказаться от своей независимости, и тогда он опять станет совершенным.
Is it that Krishna is giving them? Both. Both. И то, и другое. Both at the same time. Одновременно. There's no reason for the temples to be in abject poverty and devotees to be suffering so terribly. There's no need. That temples have to be in terrible poverty. Конечно, совершенно нет необходимости в том, чтобы храмы пребывали на грани нужды, существовали на грани нужды, и чтобы преданные очень страдали. That the living conditions of the devotees have to be crowded and filthy and unhealthy. Чтобы преданные были битком, чтобы храм был битком набит преданными, чтобы они жили в нездоровых условиях и в грязи. But in order to avoid this in the material world, especially in places where the conditions all in the society are chaotic. Но чтобы избежать этого в материальном мире, особенно там, где общественные социальные условия в полном хаосе. You know, it's not hard to organize an ISKCON temple on the heavenly planets where conditions are nice. На райских планетах с тамошними хорошими условиями очень просто организовать исконовский храм. There are 33 million demigods who are all devotees and they know how to manage things nicely. И если 33 миллиона, учитывая, что 33 миллиона полубогов все преданные, то можно хорошо управлять храмом, руководить храмом. In this part of the world, we don't have 33 million demigods to make our managers. Но в этой части мира у нас нету 33 миллионов полубогов, чтобы они занимались менеджментом наших храмов. So we have to ask whoever can do the best job to try to manage. And it's not easy. Ну и whoever can do the best job, мы please try должны to manage the просить temple. Любого, кто в состоянии хорошо управлять делами храма, взять на себя эти обязанности. And even the person who doesn't have much material ability and much experience, if he accepts the responsibility, Krishna will empower him. И даже если человек с материальной точки зрения не имеет больших талантов, но берет на себя эти обязанности, Кришна наделит его полномочиями и действовать как нужно. It may take him some time, a few years, to learn how to do it. It's difficult work to manage Krishna's temple. Конечно, может потребоваться несколько лет, чтобы научиться правильно управлять делами в храме Кришны. So in the beginning, when there's a new temple with new devotees, new management, things may be very difficult in the beginning. Поэтому в начале, когда появляется новый храм с новыми преданными, с новым менеджментом, все может быть достаточно трудным. They may have to tolerate great trouble. Krishna is testing them. He's purifying them. И, вероятно, преданным придется выносить большие сложности. Кришна их будет проверять. And then after a few years of struggle, Krishna will give them all blessings and everything will become better. Но через несколько лет борьбы Кришна даст им благословение, и дела пойдут на лад. People will be attracted to the devotee's sincerity, and they'll want to also become devotees, and things will improve. Люди будут привлечены искренностью преданных, тоже будут становиться преданными, и все будет устраиваться как можно лучше. So we should try to cooperate. Мы должны стараться сотрудничать. Even if the management isn't perfect, our purpose is perfect. Даже если руководство несовершенно, цель, которая стоит перед нами, совершенна. The management can become perfect. Give them a chance. Let them learn how to do it. Руководители могут стать совершенными, дайте им возможность стать совершенными. If after many years, after 15 and 20 years, a temple is still in a terrible condition, then that's a bad sign. Но если после многих лет такого руководства, через 15-20 лет у одного руководителя на посту, храм все равно в ужасном плачевном состоянии, и тоже дурной знак. That means Krishna is not satisfied. Это означает только, что Кришна не удовлетворен. Если преданный недовольны руководством, многие Это зависит, depends on the circumstances. Зависит от конкретных обстоятельств. Maybe those devotees are all anarchists and they wouldn't be satisfied with any management. Может, все эти преданные анархисты, и их никакое руководство не удовлетворит. It depends. Sometimes the wrong person is in the place of management. Then one should appeal to higher authority, and things can be adjusted. Иногда бывает просто, что на посту руководителя не тот человек, который должен там быть, и тогда приходится обратиться к более высокому авторитету. Every temple president has a regional secretary or a GBC who is the higher authority. And so when there's a serious problem, you should go to that higher authority. Каждый президент храма, у каждого президента есть региональный секретарь, GBC, который над ним.
И поэтому в случае серьезных проблем нужно обращаться к ним. Mutiny or rebellion is not the prescribed process, not recommended by Prabhupada. Мятеж — это не предписанный процесс для восстановления It's not necessary. правильного There are higher authorities. этого совершенно не нужно, есть более высокие авторитеты. GBC also is involved in answering spiritual problems. GBC тоже часто решает духовные проблемы. Although officially the GBC is the managerial authority of ISKCON, the GBC body is composed of the spiritual leaders of ISKCON also. Хотя официально GBC это менеджериальный орган ИСККОНа, его, то есть само GBC состоит из духовных авторитетов нашего ИСККОНа. All the most advanced devotees are not GBCs; they're not all managers. But the GBC is composed of very advanced devotees. Не все серьезные, очень серьезные преданные находятся, являются членами GBC, но само GBC состоит из очень серьезных преданных и умелых менеджеров. I mean, there are advanced devotees who are not managing, so therefore they're not GBCs. Есть очень продвинутые преданные, которые просто не занимаются менеджментом, и они не GBC поэтому. But the GBC passes spiritual resolutions, not just managerial questions. They also decide on matters of spiritual principle. Но GBC принимает и духовные резолюции, они занимаются духовными вопросами, а не только менеджерскими. So that's the line of authority. You go to your regional secretary or GBC if there's a problem locally, and if necessary, that authority goes to the GBC body, and somebody's decided at Mayapur. Вот такая последовательность. Если у вас какие-то проблемы, обращайтесь к региональному секретарю. Он, в свою очередь, если не может решить эту проблему, к GBC, местному GBC, а если и так проблема не решается, ее представляют на заседании GBC в Майапуре. For example, your temple president is telling all the devotees, from now on we have only 3 regulative principles. Например, если президент храма объявляет всем преданным, что такое, у нас сейчас будет только 3 регулирующих принципа. And the devotees, are shocked. They go to the regional secretary. He goes to the GBC. Слыша такое, преданный приходит в ужас и обращается к региональному секретарю, тут к своему GBC. And if he doesn't know what to do, the GBC doesn't know what to do. He goes to Mayapur and asks his godbrothers. Ну, а если уже GBC не знает, что поделать в таком случае, он едет в Майапур и задает вопрос своим духовным братьям. Suppose the temple president decides, we don't care what the GBC says, we're going to, create our own sampradaya. Then the question has to be decided in Mayapur, what to do about this temple. И может быть случится такое, что президент храма решит не подчиняться требованиям и решениям GBC и создать собственную сампрадаю. И тогда в Майапуре должны решать, что делать с таким храмом. So those are serious problems like that. Существуют подобные серьезные проблемы. There aren't, most of the demigods are not pure devotees. They're mixed devotees. Большинство полубогов нечистые преданные, они смешанные преданные. Most, in general. The pure devotees among the demigods are exceptions. Это общее правило, а чистые преданные среди полубогов это скорее исключение. There isn't a larger Bhagavatam actually. What there is one Purana instead of 18 on the heavenly planets. Там нету на самом деле более большого Бхагаватам. Там существует одна Пурана вместо наших 18. This is described in the Puranas. В Пуранах это Пурана написано. The original one Purana is 1 billion verses long. В изначальной Пуране 1 миллиард стихов. And in Vyasadeva, at the end of every Dwapara Yuga, Vyasadeva makes a condensed version. И в конце каждой Двапара-юги Вьясадева делает такую сжатую версию. He picks out the 400,000 most important verses and composes 18 Puranas out of those verses. Он выбирает 400 тысяч шлок и составляет 18 Пуран, разбивает их на 18 Пуран. So the 18,000 verses of the Bhagavatam are simply part of that 1 billion verse Purana. И 18 тысяч шлок Бхагаватам это всего лишь часть, а это миллиардных
Bhagavatam is still, Пурана с the невероятным Bhagavatam itself is still those 18,000 verses. They're just embedded within this much bigger Purana. Бхагаватам так и есть 18 тысяч стихов, просто они являются частью этой Пураны. And all these extra verses are simply less important material. А все добавочные стихи это менее важный материал. You know, detailed history about everything in the universe. Это детали, история обо всем, что происходило во Вселенной. Things that down here on the earth we wouldn't even be able to begin to understand. Дело в том, что здесь на Земле мы не смогли бы даже близко подойти к пониманию. From Krishna's point of view, everything's perfect. С точки зрения Кришны все совершенно. Even he's sitting in the heart of every living entity in the material world, even the ones who are suffering and horribly. Он находится в сердце каждого живого существа в материальном мире, даже тех, кто ужасно страдает здесь. Even those who are engaged in horrible sinful activities, he's sitting in their heart, witnessing all of this. Даже те, которые заняты выполняют ужасные греховные действия, он пребывает в сердце и таких живых существ и наблюдает все, что они But делают. he doesn't suffer. Но Кришна не страдает. He's watching it all, and from his point of view, it's all perfect. Он смотрит, и с его точки зрения это все совершенно. Just like we watch, a movie of some terrible war, and we watch, men being blown apart, but we think it's a very good movie. Мы смотрим, как если мы смотрим фильм об ужасной войне, видим, как людей разрывают на куски там, и думаем про себя, прекрасный фильм. We're not getting blown up. We're not suffering. Нас не разрывают на куски, мы не страдаем. And we know it's just a movie. Really, nobody's getting blown up. It's just actors И на самом and деле мы fireworks. знаем, что это кино, что никого там не разрывают на куски, что это просто актеры представляют эти страдания, и что там проводят фейерверки. Так сказать. Similarly, the super soul knows all of this is just a show. It's make believe. Сверхдуша знает, что это все просто шоу. The living entities think they're suffering. Живые существа считают, думают, что они страдают. This is just their illusion. Но это их иллюзия. Because the liberated souls, even living in horrible conditions in the material world, don't suffer. Потому что освобожденные души, даже несмотря на то, что живут в ужасных условиях, в материальном мире не страдают. They can watch other people suffering and suffer themselves, their own bodies and minds, and not suffer. Они видят, как страдают другие люди, даже могут страдать их тело и душа, и ум, но на самом деле они не страдают. A pure devotee sometimes gets sick. Чистый преданный иногда заболевает. Even a pure devotee's mind may introduce some crazy idea to him. Даже ум чистого преданного иногда навязывает его какие-то сумасшедшие, безумные идеи. Yeah. But the pure devotee looking at that crazy idea in his mind is impartial. He's like looking at some movie of some terrible thing occurring. Но преданный взирает на эти чистые преданные, взирает на эти безумные идеи в своем мозгу безучастно, как будто бы он смотрит какой-то ужасный фильм просто. It's not that a pure devotee doesn't have a body and a mind, material body and mind. Неправильно было бы считать, что чистый преданный не имеет материальных ума и тела. But he's separated himself from these material things. No, He's just watching them as if he's watching some television show or movie. Он отделил себя от этих вещей, он просто наблюдает себя со стороны, как бы если он смотрел кино. From that transcendental point of view, we can also learn how to experience even this horrible world as perfect. Будучи в таком трансцендентном настроении, мы можем узнать, как видеть этот ужасный мир совершенным. We can see from God's point of view. We can be empowered like that. Мы можем смотреть с точки зрения Бога, а нас могут наделить такой силой. Because we can see that everything is Krishna's energy, and how Krishna is personally dealing with everybody in the most compassionate way. Мы можем увидеть, как все является энергией Кришны, и как Кришна
общается со всеми, то есть действует со всеми самым милостивым способом. Even the living entities who are doing horrible things, Krishna is still infinitely compassionate to them. И даже к тем живым существам, которые творят ужасные вещи, Кришна чрезвычайно милостив. And even those who are Тогда suffering понятно. horribly, that is Krishna's mercy also in a special form. И даже когда они ужасно страдают, тяжко страдают, это проявление особой милости Кришны в особой форме. That is how a spiritual master can act as representative of Krishna, because he's been empowered with the vision of God. He can see things from God's point of view. Вот таким образом духовный учитель действует как представитель Кришны. Его наделяет этими полномочиями Кришна, и так он может, и этот духовный учитель может видеть глазами He can Кришны. see the perfection in all situations. Он может видеть совершенство в любой ситуации. Doesn't mean that he has the infinite intelligence of God. He's still a living entity, but his point of view is perfect. Это не значит, что он имеет безграничный интеллект, которым владеет Господь, но на самом деле совершенно его видение, его точка зрения. That's why we shouldn't be fanatic and think our spiritual master is omniscient and omnipotent. We don't need to feed him. We don't need to be considerate to him. Конечно, поэтому мы не должны думать, что наш духовный учитель всеведущ и всемогущ, что мы можем не заботиться о нем, можем забывать кормить его и Okay. Enthusiasm? Oh, okay. That means that the soul is fully awake. Это означает, что душа полностью пробуждена. We're living in spiritualized bodies now, in a sense. Мы в определенном смысле живем в одухотворенных телах уже сейчас. The body cannot function without the soul spiritualizing it. Тело не в состоянии функционировать, если его не оживляет, не одухотворяет душа. When the soul goes away and stops spiritualizing the body starts disintegrating. Когда душа уходит из тела и перестает одухотворять тело, тело сразу же разлагается. But we are spirit souls functioning as 1/10,000,000th of our full potency. Но мы духовные души, которые действуем с силой 1/10 частью нашей полной потенции. We're sort of alive. Our bodies are sort of alive, like zombies. Мы-то каким-то частично живы. Наши тела подобны телам зомби. A real spiritualized body is one that's enlivened by a fully awake soul. Истинно духотворенное тело – это тело, которое поддерживает живым полностью проснувшаяся душа. But it's still a material body. Even when that fully realized soul goes away, the body disintegrates. Но это все же материальное тело. И даже когда вот эта полностью рассознавшая себя душа уходит из такого тела, оно разлагается. Almost always when a servant of God comes in the material world, he takes a material body. When God comes, he takes a spiritual body. Практически всегда, когда слуга Бога приходит в материальный мир, он принимает материальное тело. Вот когда Господь приходит в этот мир, он приходит в духовном теле. Какая разница между духотворенным телом чистого преданного и моим телом, телом меня, обусловленной души? Technically, it's a difference of degree. Если уж пользоваться узкоспециальными терминами, скажем, что разница в степени. It's the difference between someone who's just barely alive and someone who's fully alive. В степени живости. То есть человек, который чуть-чуть еле жив, и человек, который полностью жив. Okay.
Кто это был такой? Иоанн Кронштадт, famous and he was buried, but he was buried, and after they decided to make a big decoration of his grave like this, and some time ago, and then they found the grave and started just carrying it by his stuff, and he stood up and he stood by his body for 40 not brought and to get out of and was burned and left beside like this. We was experiencing this. Well, it's theoretically possible for the spirit soul to stay in the body. It's supposedly that happens with some great saints. Теоретически существует такая возможность, что духовная душа остается в теле, и возможно, что это происходит с некоторыми из великих святых. This is unusual. You know, a pure devotee can do that. He has to have a special reason to do it. Sit in the grave. Это, конечно, такое может произойти, но у чистого преданного должна быть какая-то особая цель, чтобы оставаться, чтобы душа оставалась в теле, в могиле. There is the case of Raghavendra Tirtha Swami. Есть случай Рагавендры Тирты Свами. Who is in the line of Madhvacharya. Он относится к последовательности Мадхвачарьи. He lived and preached in the 17th century. Он жил, проповедовал в 17 столетии. And he was very famous and popular. He had many disciples, and he's worshipped today in South India, in Bangalore especially. Он имел очень много учеников и последователей, и ему поклоняются и по сей день в Южной Индии, особенно в Бангалоре. So he was about 80 years old, and he was going to leave his body. He told his disciples to prepare his samadhi. Ему было около 80 лет, и когда он собрался покинуть тело, он велел своим ученикам построить самадhi. They called the samadhi in the Madhva Sampradaya. They call it Vrindavan. They call the samadhi Vrindavan. В Мадхва Сампрадае самадhi называют Вриндаван. And they're in the shape of these little altars they have in front of the houses for Tulsi Devi, like little castles. И такие самадhi имеют форму этих замков, которые обычно живут Tulsi Devi. They're also called Vrindavan, Tulsi's Vrindavan. Эти домики для Тулси называют Вриндавана Тулси. So he told his disciples, I'm going to go sit inside my samadhi. You put the bricks on top, and I'll chant my japa. When you hear the beads drop, you can seal the tomb. Он сказал, я войду в самадhi, а вы начинаете замуровывать его сверху, но я буду повторять мантру. Когда вы услышите, что джапа выпала из моей руки, тогда можете замуровать окончательно. But I will stay alive in my samadhi for 700 years. Но я останусь живым в самадхи на протяжении 700 лет. So he was a bona fide acharya. This was his instruction, and his disciples certainly believe it. People still travel to visit his samadhi in Andhra Pradesh. И он был истинным ачарьей, и ученики его верят в это и верили. И люди до сих пор совершают паломничество к его самадhi в Андхра-Прадеш. And supposedly he's still living in his samadhi. И, скорее всего, предполагается, что он до сих пор живет в своем самадhi. Well, that's one form of preaching. I don't know if I'd be interested in Это одна из форм проповеди, но я не думаю, что она бы заинтересовала меня сидеть в самадхи проповедовать. And also, our acharyas are not interested in performing miracles, on demand. That's not our form of preaching. А кроме того, наши ачарьи не заинтересованы в выполнении чудес по требованию, совершении чудес по требованию. Это не наш стиль проповеди. Especially sitting in a tomb performing miracles with people. It's not our style of preaching. Особенно сидеть в могиле, его делать какие-то чудеса, это не относится к нашей линии ученической проповеди. The person at the end of the dynasty? No. Moon and Sun dynasty, both the descendants of this Moon and Sun dynasty, they're still living there. But is it one person who is living throughout the Kali Yuga, or it's the descendants of this one person? No, said that each dynasty has one descendant who are hiding, living in some small villages. Говорится, что каждая династия имеет одного вот этого потомка, преемника, который прячется в маленьком. One of them's name is Dilipa. Дилипа одно из имен.
And it's described in the 9th canto, and they're waiting for the end of Kali Yuga В 9-й песне описывается, что они ждут конца Кали-юги, to continue the dynasties. и они продолжатели династии. So there's one person for each dynasty. Это одна личность для каждого рода. Is that the question? Okay. Yeah, you can. The villages are mentioned in the Bhagavatam. Their names are mentioned. You can go to the villages and ask for them if you want to try to meet them. В Бхагаватам говорится, какие имена этих людей, и приводится название деревень, можете попытаться разыскать, если вам интересно. Yeah. This Prabhupada says in the purports of the CC. Yeah. Prabhupada took his information from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's commentary on the Chайтанья-чаритамриты. Прабхупада брал свой комментарий, писал свой комментарий, основываясь на комментариях Бхактисиддханты Сарасвати Чайтанья-чаритамриты. Which was written 80 years ago, so some things have changed. People are not alive anymore. Some places are not there anymore. То есть эти комментарии были написаны 80 лет назад. И люди изменились места, и многие из тех людей уже не живут сейчас. In the new edition of Chайтанья-чаритамриты, a few adjustments have been made to correct this. He says it. Oh. Okay. В общем, прошло время, изменились люди, обстоятельства, потому такие вот. And we can understand that some of this information is a little old. If you want to find all these villages where Lord Chaitanya villages in South India, better to check a current train schedule. Make sure you can find the places. Если вы сейчас захотите разыскать все эти деревни, по которым приходит Господь Чайтанья, воспевая святые имена, лучше вам будет проверить по карте железных дорог, существуют они сейчас вообще или нет. Okay. Anyway, there's a new edition of Chайтанья-чаритамриты. We've corrected some technical geographical mistakes in it. В новом издании Чайтанья-чаритамриты мы исправили некоторые такие географические устаревшие данные, ошибочные данные. Yes. Worship planet different in other Aphrodite, worship Venus, to avoid karmic creation. Yes, yes. Counteract. Worship more Krishna, do these planets not influence us? As long as we're still experiencing any remnants of our karma, that means the planets are reacting on us. They're the ones who dispense karma. До тех пор, покуда мы испытываем на себе влияние нашей прошлой кармы, это означает, что планеты на нас воздействуют, потому что именно они дают нам карму. Otherwise, there's no sense in devotees ever looking at their horoscopes because there's no effect. But the fact is, there's still some small effect. Потому что тогда бы преданным не имело никакого смысла для преданных смотреть свои гороскопы, но пока какой-то остаточный эффект есть. Prabhupada made a comment once that initiated devotees have their karma reduced to 30%. Прабхупада говорил, однажды заметил, что у инициированного преданного карма сводится уже к 1/3. He meant that you look at the horoscope and only 30% of what is there has an effect. Прабхупада говорил, что когда мы смотрим наш гороскоп, то около 30% информации достоверно, все остальное. And as a devotee makes further progress, it gradually diminishes to zero. И тем больше прогресс преданного, тем больше приближается к нулю соответствие гороскопа его. But also, Prabhupada's practical teachings to us how to think and behave, he considered that even this 30% is not enough to pay attention to, not important enough to pay attention to. Not enough. Yes. Но в согласии с учением Шрилы Прабхупады, даже на эти 30% не стоит обращать внимание, они недостойны нашего He didn't want his disciples, paying too much attention to their own horoscopes. Прабхупада не хотел, чтобы его ученики слишком много внимания уделяли гороскопам. Certainly he doesn't want us, to not get out of bed in the morning until we check the I Ching, whether it's an auspicious day. Конечно, он не хотел, чтобы происходило следующее. Прежде чем встать с постели, мы проверим по кому хороший для нас, благоприятный сегодня день или нет, а потом будем вставать. Even if it's an inauspicious day, we still have to get out of bed, go to Mangalarti and do our service. It doesn't matter. We have our service to do inauspicious or auspicious. Даже если день для нас неблагоприятен, мы должны выползти с кровати, побежать на Мангарати и выполнять служение, благоприятный для нас день сегодня или нет.
We may have karmic reactions, but we don't care about them. We'll do whatever has to be done for Krishna's service, and if reactions come, we'll tolerate them. Вполне вероятно, у нас есть еще кармические реакции, но мы не обращаем на них внимания, поскольку мы делаем то, что мы должны делать в служении Кришны. А если они приходят, то мы просто терпим их. As far as I understand, the only time Prabhupada wanted devotees to pay attention to astrology is for certain important questions like arranging marriages and deciding a child's occupational ability. Только в некоторых случаях, очень важных случаях, Прабхупада велел своим преданным проверять по гороскопу определенные вещи, как то, например, если решался вопрос женитьбы, сопоставимости будущих мужа и жены или будущей деятельности для ребенка, рода деятельности для ребенка. And even though, planets may be throwing thunderbolts on our head, and we're experiencing so many reactions, we just have to put up with them and go about our service. Но если даже планеты осыпают нас молниями, мы должны просто не обращать на это внимания и продолжать выполнять свое служение. No, Krishna is not at all dependent on the influence of the planets. Нет, на самом деле Кришна совершенно не зависит от влияния планет. But it's described when it came time for Krishna to appear on schedule. Описывается, когда пришло время Кришне по расписанию All the появиться, planets responded by assuming auspicious positions. все планеты ответили на это время, расположившись очень благоприятным образом. So the planets didn't control Krishna's birth controlled the planets. На самом деле не планеты контролируют рождение Кришны, а рождение Кришны контролирует расположение планеты. And therefore, the Gargamuni made a horoscope at Krishna's birth and said, oh, the planets are all in auspicious places. И потому Гаргамони, сделав гороскоп, составил гороскоп для Кришны на его рождение, сказал: о, все планеты расположены в очень благоприятных положениях. But it's just, it appears to be karma. It's just the opposite. Это кажется карма, но на самом деле все как раз наоборот. Krishna is the absolute controller, even of all those planets. Кришна абсолютный повелитель даже всех этих планет. And they all, immediately jump up at attention and line up in auspicious positions when it's time for him to take birth. И когда приходит время Кришне родиться, они все становятся там по стойке смирно и выстраиваются именно так, как нужно, в самых благоприятных местах. Okay, we have to stop. Say slava Srila Prabhupada.